Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, как убить королей призраков в подземелье Могушан в обычном режиме сложности. Приятного просмотра! Бой с боссом состоит из 4 фаз, в которых предстоит одолеть 4 боссов по очереди. У каждого босса свой запас хп, и их очередное вступление в бой каждый раз случайное. Но начинает бой Цян Безжалостный. Каждый побежденный босс будет периодически применять одну из своих способностей до самого конца боя. Бой считается пройденным, когда все 4 босса будут побеждены. Призрак следующего вступающего короля подсвечивается. Побежденные короли становятся совершенно призрачными, но продолжают время от времени применять одну из своих мощных способностей. В героическом режиме каждый король возрождается и вступает в бой, когда у его предшественника остается 30% хп от максимального. Цян Безжалостный использует мощнейшие атаки, которые распределяются между всеми задетыми игроками. Поэтому делим этот урон между танками или миликами. Можно миликом стоять перед лицом босса. Во время использования боссом способности аннигиляция вам необходимо выбежать из конусной атаки, которую видно на полу в виде дыма. А также приказ зайти с фланга. Босс призывает линию мобов, которая сносит все на своем пути. Смотрим по сторонам и уворачиваемся от линии мобов. Босс будет использовать эту способность даже после смерти. Мэн Безумный. У босса есть полоска энергии. При ее заполнении босс может использовать одну из этих способностей – обезумевший и трусость. И далее использует эти способности по очереди при накоплении 100 энергии. Во время безумия босс бьет с каждой атакой сильнее по танку, и когда Мэн накопит 100 энергии, он перейдет в трусость. Во время трусости босс бегает по комнате в страхе и не наносит урон, но отражает урон пропорционально его полоске энергии, то есть отражает 50% от текущего уровня безумия. Также босс использует бредовую мысль, которая увеличивает его безумие на 10. Этот каст можно сбивать. Сводящий с ума крик. Все игроки становятся враждебными друг к другу. Чтобы выйти из контроля, нужно получить урон от других игроков. Поэтому перед этой способностью сбегаемся в милизону и потихоньку уешим, пока не выведем игроков из контроля. Цзань Беспросветная тьма. Во время боя с этим боссом стоим на дистанции друг от друга минимум 8 метров. Использует случайного игрока теневой разряд, который наносит урон всем в области 8 метров от цели. Этот каст нужно сбивать. Также босс использует заряженные тени. Время от времени босс вызывает бессмертные тени. Череп, который привязывается к случайному игроку и наносит АОЕ урон. Череп преследует случайного игрока, и он должен вынести его подальше от рейда, желательно к стене, и убить на ходу. После его смерти на полу появляется лужа, она дамажит. Эта лужа пропадет спустя 30 секунд, она снова станет черепом. Этот цикл продолжается до конца боя. Босс будет вызывать черепа даже после своей смерти. Субитай быстро использует град стрел случайного игрока и дамажит всех на дистанции 8 метров от него. Всех, кто попал под град, кладет на лопатки преграждающая стрела. Всему рейду нужно выбить человека, чтобы он смог двигаться и применять заклинания. Также босс использует 3 залпа, каждый из которых по конусу меньше предыдущего, но наносит урона больше предыдущего. Таким образом, последний залп вас может попросту шотнуть. Последняя способность Субитая – это грабеж. Босс чашется в рандомного игрока и начинает крутиться. Просто выходим из крутилки. Обратите внимание, что вы также должны стоять на дистанции 8 метров друг от друга, так как при попадании под грабеж вешается дебаф, снижающий наносимый урон и получаемое исцеление на 50%, а также повышает получаемый физический урон на 50%. Босс продолжает использовать эту способность даже после смерти. Сами по себе боссы не так уж и сложны, однако все осложняется тем, что после их смерти одна из их способностей продолжает применяться. Делитесь своим мнением в комментариях по поводу сложности этого босса и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.